PlayStation 1 оставила за собой огромное наследие из большого количества хитов и еще большего количества просто хороших игр. При выпуске PlayStation 2 Sony решила воспользоваться этим наследием, и вторая консоль японского производителя имела обратную совместимость с PlayStation 1, что называется из коробки. Огромная библиотека игр была доступна с самого первого дня релиза, и спустя несколько ревизий консоли поддержка игр предыдущих консолей сохранится. Здорово, безусловно. К тому же была возможность ускорить загрузку игр, а также использовать полноэкранное сглаживание. Еще лучше, вроде бы. Вот только работало это не так хорошо, как принято об этом вспоминать, и на самом деле проблем там хватало. Сразу оговорюсь, что я буду рассматривать только основные версии консолей, которые были в массовом ходу. На самом деле их было больше, но они достаточно редки и мало шансов, что вы с ними столкнетесь. Итак, в 1994-95 годах, в зависимости от региона, выходит PlayStation 1. Процессор MIPS ART3000, 2 МБ оперативной памяти и кастомный GPU с 1 МБ выделенной памяти. Центральный процессор имел несколько сопроцессоров, например MDEC – Motion Decoder для декодирования потокового JPEG-видео. Хотя применялся он не только для видео. Например, Resident Evil использовал MDEC для отображения пререндеренных фонов. GTE или Geometry Transformation Engine – математический сопроцессор, который мог производить быстрые вычисления с векторами и матрицами. Отсутствие Z-буфера и работа с числами только с фиксированной точкой были ограничением этой связки. Это является одной из причин так называемого дрожания текстур на PlayStation 1. Хотя в народном названии эффекта есть неточность. Дрожание это не у текстур, а у полигонов, для вычисления координат которых и используется GTE, а также влияет отсутствие Z-буфера. Также нет аппаратной сортировки полигонов. То есть аппаратно не вычисляется, какие полигоны находятся выше слоем, чем другие по отношению к камере. Эта задача ложится на плечи центрального процессора, что, конечно, занимает часть его ресурсов. А разработчики должны сами организовывать такую очередь. Напомню, что GTA вычисляет только целые значения, а значит в одной сетке полигоны могут перекрывать друг друга из-за небольшой точности вычислений. Отрисовка полигонов, как правило, выполняется по принципу стека, и тогда эти самые полигоны начинают как бы бороться за право быть на экране. Также был SPU или Sound Processor Unit. Как можно догадаться по названию, отвечает он в PlayStation 1 за звук. 512 кБ аудиобуфера, возможность воспроизводить сэмплы напрямую из CD, минуя этот самый буфер, и возможность декодировать аудио со сжатием XA на лету. Вот по сути ключевые особенности этого чипа. Все это давало играм тот самый вид, по которому мы и безошибочно можем определить. Вот, эта игра за PlayStation 1. Это железо было неизменным во всех ревизиях консоли, поэтому абсолютно каждая игра для PlayStation 1 будет запускаться и работать на любой ревизии PlayStation 1. Моя 5000-я консоль запускает все игры так же, как и 9000-я. В 1998 году была представлена PlayStation One консоль, или в народе еще называют Slim. Но и она имела также весь необходимый набор железа на борту, как и FAT консоли. Поэтому с точки зрения совместимости игр у любой PlayStation 1 нет никаких преимуществ перед другими. В 2000 году Sony выпускает в продажу свою следующую консоль PlayStation 2. График-синтезайзер с 4 МБ выделенного блока памяти, Emotion Engine, 32 МБ оперативной памяти. Звуковой чип с 2 МБ памяти был назван SPU-2 вместо названия SPU-1 PlayStation 1. Кстати, этот SPU из PlayStation 1 был также распаян на материнской плате PlayStation 2. DVD-привод был совместим с CD-дисками, и даже в первые годы встречались игры PlayStation 2, которые выпускались на таких дисках. Но также, и в первую очередь, это использовалось и для чтения дисков от PlayStation 1. Да, вы все знаете, что PlayStation 2 имеет обратную совместимость с предыдущей консолью от Sony. Кстати, интересный факт. Ходит миф, что PlayStation 2 не выводит изображение по компонентному видеовыводу в играх PlayStation. Это неправда. Изображение выводится, но как положено в 240p. Подавляющее большинство телевизоров и дешевых конвертеров не поддерживает такое разрешение по компонентному подключению. Стоит подключить PlayStation 2 хотя бы к RetroTink 2X, и все начинает работать.
и изображение практически неотличимо от RGB подключения PlayStation 1. Выглядит здорово. PlayStation 1 во всех ревизиях не отличалась от остальных и запускала игры одинаково, как любая другая ревизия. С PlayStation 2 есть несколько вариантов. Первые ревизии так называемых FAT консолей имели на борту тоже процессорное ядро, что стояло в PlayStation 1 в качестве центрального процессора. Только в новой консоли от Sony этот процессор использовался для управления портами ввода-вывода. Геймпады, подключаемые рули, микрофоны, карты памяти, пульты дистанционного управления, привод оптических дисков. За все это отвечал процессор из PlayStation 1. Только там он работал на частоте 34 МГц, а в PlayStation 2 его частоты поднялись до 37,5 МГц. И это все, что есть от PlayStation 1 на борту PlayStation 2. Центральный процессор и звуковой чип. Память была большего объема, но ее тип сохранился, поэтому старый код мог работать с ней и дальше. Графический же чип полностью программно эмулировался, и кадр отрисовывался по факту силами графического чипа GS из PlayStation 2. Поэтому игры PlayStation 1 работают не на 100% точно по сравнению с оригинальной консолью. Хотя в подавляющем большинстве случаев, если вы не будете специально искать эти отличия, то вы их просто не заметите. Кроме, пожалуй, обработки альфа-каналов у спрайтов. Прозрачные участки в играх PlayStation 1 часто некорректно работают на PlayStation 2. Тем не менее, есть ряд игр, которые не только отличаются производительностью и иногда графическими багами, но которые не работают совсем или работают так плохо, что становится непроходимым. Gradius Deluxe Pack работает на PlayStation 2 значительно медленнее, чем на PlayStation 1. Street Fighter Alpha 2 часто зависает в самом начале боя. Dragon Beat полностью зависает после начала новой игры. Полный список таких проблемных игр вы можете найти в интернете, также вы можете просмотреть его сейчас на экране. Тем не менее, есть ряд игр, которые не только отличаются производительностью и иногда графическими багами, но в целом библиотека игр PlayStation 1 играбельна и проходима на PlayStation 2 в FAT почти на 100%. Почти. Приятным примером является игра Alien Resurrection. Она много лет не работала на эмуляторах. Дело в том, что разработчикам не хватало пиков процессора консоли, и они задействовали SPU для ряда скриптов. Эмуляторы относительно недавно научились точно повторять работу этих чипов настолько, чтобы игра стала проходимой. Раньше на эмуляторах некоторые двери в игре просто не открывались. На PlayStation 2 таких проблем не возникает, ибо на материнской плате присутствует звуковой чип из PlayStation 1. В 2004 году стали появляться Slim-модели PlayStation 2, 70-тысячная ревизия и ее вариации. Позже 75-тысячная, а еще позже 90-тысячная ревизия, также с разными вариациями. Emotion Engine и Graphic Synthesizer стали одним System-on чипом, частоты CPU поднялись с 294 МГц до 299 МГц. Но самое главное, в рамках разговора об обратной совместимости PlayStation 1, начиная с 75-тысячной ревизии, за Input-Output стал отвечать не центральный процессор PlayStation 1, а PowerPC 401 с кодовым названием Decker, которому выделили дополнительные 2 МБ памяти, которых не было в предыдущих ревизиях консоли. Теперь обратная совместимость PlayStation 1 на PlayStation 2 почти полностью стала эмуляцией. Она сохранила и проблемы предыдущей ревизии, например, с альфа-каналом спрайтов, но добавила также и много новых. Что, конечно, вылилось в новую волну несовместимости игр. Какие-то багуют, какие-то непроходимы вовсе, какие-то даже не запускаются. Факт в том, что список этих игр в Slim-консолях значительно расширился. Более того, в зависимости от версии BIOS и операционной системы консоли, список этих игр будет немного отличаться. Но в целом, если у вас Slim консоль, то с вероятностью 99% любая игра из списка на экране будет иметь на ней те или иные проблемы. Command & Conquer Red Alert Retaliation на моей 90-тысячной не работает совсем, хотя простая Red Alert, пожалуйста. То же самое происходит и с платформером Croc 2. Первый драйвер при подключении DualShock геймпада начинает сильно глючить. Adventure in Cold Blood выдает черный экран вместо игры. Как и мои любимые лемминги. Отличный шутер Poet тоже на PlayStation 2 поиграть не получится. И даже Resident Evil 3 на ряде консолей PlayStation 2 Slim не работает. Вообще.
Но что если я скажу вам, что PlayStation 2 Slim несовместима на 100% с играми для PlayStation 2? Да, такая проблема тоже существует. Как и в случае с PlayStation 1, большинство тайтлов из библиотеки игр консоли работают без проблем. Но у некоторых возникают баги, а некоторые не работают вовсе. Так, мой Hitman Contracts при запуске с 90-тысячной ревизии сохраняется на карту памяти заметно дольше, чем когда запущен на 50-тысячной ревизии. Но геймплей полностью в порядке, чего не скажешь об игре SWAT. Она просто не работает. Как и Ghost Recon Jungle Storm. Как обычно, список вы можете найти в сети или посмотреть сейчас на экране. Опять же, учитывая размер библиотеки игр PlayStation 2, количество проблемных мало, но будет обидно, если ваша любимая игра окажется в этом списке. Проблема настолько серьезная, что Sony выпускала несколько официальных бюллетеней, предупреждая о проблемах с конкретными играми. Во времена своей актуальности обратная совместимость вообще была очень важной и удобной функцией. Другое дело, что совместимость PlayStation 2 с PlayStation 1 играми далеко не идеальна, как иногда утверждается. Учитывайте это, когда выбираете для покупки очередную игру в свою коллекцию.